Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о Мехримах Султан. Очень много споров вокруг султанши, все смешалось в кашу, и непонятно, где правда, а где вымысел. И я решила разделить миф и реальность. В первой части этого видео поговорим о мифах, а во второй части вы узнаете всю правду. Тем, кто видео не смотрит до конца, не нужно потом писать мне, что я лгу на Мехримах, так как вначале вы услышите невероятную для себя версию. Не ругаемся, а слушаем до конца. Поехали! Обязательно подписываемся на канал, с нами будет еще интереснее. Итак, сейчас мы поговорим о мифах. В сериале не только привыкли представлять Мехримах влюбчивой и наивной девушкой, она ветрена и непостоянна. В списке ее мужчин входили Рустем, Синан Паша, Ташлит Джалы, Балибе и так далее. После того, как Мехримах сильно заигралась в любовные дела, Хюррем практически насильно ее выдает замуж за Рустема Пашу, для того, чтобы поставить своего человека в совет дивана. И вправду, через короткий промежуток времени Рустем становится визирем, что позволяет Хюррем быстро справиться со всеми своими делами. Мехримах не сильно нравился брак с Рустемом, и она предпочитает ездить с отцом и завоевывать новые земли. Также она много времени проводила за политикой Османской империи. Тем временем всеми благотворительными делами занималась Хюррем и ее муж Рустем Паша. Хюррем очень хотела, чтобы Мехримах взяла на себя часть ее дел по благотворительности, но после ее смерти Мехримах полностью отошла от дел и прожила спокойную жизнь. Она не порадовала своих родителей тонким умом и благородными делами. Вот что поэтому говорят историки. В те времена девушки проживали тихую и ничем не примечательную жизнь, а чтобы войти в историю и речи не шло. Но Мехримах была первой дочерью султана, которая оставила большой след в истории. Мехримах взяла от родителей лучшие качества, от Сулеймана чувство справедливости и властолюбия, а от своей матери хитрость и ловкость. Дата рождения Мехримах считается 21 марта 1522 года. Праздник Рамазан. В этот день на небе встречаются солнце и луна. Именно поэтому и назвали султаншу Мехримах. Имя девочки дала сама Валиде. У султанши были золотые волосы, и за это ее прозвали Златовласка. Девушка была красива и очень умна. Родители дали ей отличное образование. Также девушка, одна из немногих, стояла на одной ступени обучения Шахзаде. Она могла изучать не только политику, но и военное дело. Также она училась сражаться на мечах, что было немыслимо для девушек того времени. Что касается проектов Хюррем Султан, то Мехримах активно в них участвовала, чем мать была безгранично рада. Она подготовила Мехримах для того, чтобы та смогла без проблем заменить ее. Очень много слухов ходит про женихов Мехримах. Не раз ее сердце было разбито и обмануто, но большая часть сплетен вызывал сериал «Великолепный век». Не все романы подтверждают историки. Не стоит забывать, что в сериале «Великолепный век» много придуманных моментов и героев. Вот один из воздыхателей султанши – это реальный персонаж, который и вправду существовал в то время. Это Ташлит Джалы. Он был представлен в сериале как хороший друг Шахзаде Мустафы, который любил писать стихи. Когда он повстречал Мехримах, он сильно в нее влюбился, но, к сожалению, этому документально нет подтверждений. Единственное, где замечен мужчина, это в скандале с Рустемом после смерти его друга Шахзаде Мустафы. Он был вскоре отправлен из столицы в долгую ссылку. В письмах и в стихах Ташлит Джалы также нет ни одного упоминания об Мехримах. Ну и, конечно, один из ярких заблуждений был Синан. Интернет кипит о предложении руки и сердца главным архитектором Сулеймана. Девушка в тот момент была младше мужчины на 20 лет. Предложение Синан не делал Мехримах, он не успел, так как Мехримах вышла замуж за Рустема. Когда Рустем умер, Синан уже был женат на девушке намного младше него.
Главный архитектор и Мехримах были друзьями, что свидетельствует нам мечети, которые он построил для нее, и письма их переписки. Также считают, что Рустему на момент свадьбы с Мехримах было 59 лет, а Мехримах 14. Это было совершенно не так. На момент церемонии Мехримах было 17 лет, Рустему же на тот момент было 38 лет, что по меркам Османской империи было совершенно нормально. Также стоит отметить, что Рустем Паша был завидным женихом, который владел хорошим образованием. Также он знал экономику и не раз вводил меры по наполнению казны, за что был на хорошем счету у Сулеймана. Рустем был богатым человеком и неплох собой. Также можно посмотреть и на других невест османов. Вот, например, Айше Хавса была уже беременна в 15 лет, разница между Селимом была 14 лет. Также рекорд побила Шах-Султан, которая вышла замуж за Лютфи Пашу в 14 лет. Разница у них была в 21 год. Если судить по тому, что жениха выбирает мать, но одобрить этот брак может только султан, то можно сказать с уверенностью, что брак был счастливый, так как Мехримах одобрила выбор Хюррем Султан. Султанша прожила с Рустемом более 30 лет. От этого брака появилось на свет 2 мальчиков и 1 девочка. Дети Мехримах были захоронены в ее мечети, которую Синан построил в ее честь после смерти Рустема Паши. Мехримах доделала все дела мужа, закончив все его постройки и благотворительные кампании. Также Мехримах была доверенным лицом мужа, что еще раз доказывает о их близких отношениях. Мехримах была наследницей большого состояния Рустема Паши. Паша написал завещание, что после его смерти Мехримах Султан являлась наследницей всех его дел и проектов. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее.